Да уж, я уже вижу твое лицо после моего предыдущего видео. С бегущей строкой на лбу. Богдан, откуда ты взял эти цифры? 80% Киева столько не зарабатывает. Какие 20-25 тысяч гривен? Большинству, если удается заработать 12-15, это уже счастье. А если ты еще из небольшого городка и никогда не видел таких зарплат, тебе такие цифры вообще кажутся космос. Для полного счастья и пятнашки хватит. На самом деле, примерно такой фидбэк я услышал от одного своего друга и реально задумался. Ну да, какой-то уж очень оптимистический расклад получился. Может ли человек, который только переехал в Киев, сразу иметь такой доход? Нет. С вероятностью 99% вам придется пережить период жесткой экономии и жизни в ноль. Все через это проходят, но только от вас зависит, как надолго этот период затянется. Если же вы не опустите руки, не вернетесь в родной город, не залипнете в зоне комфорта, вас ждет очень интересная и насыщенная жизнь. А пока давайте о тех 80%, которым только снится 20 тысяч гривен, ведь мне есть что вам рассказать. Наверняка, глядя на меня, многие думают, что в моей жизни все складывается легко и просто. Вот я рассказываю о том, как можно легко переехать в Киев, как можно снимать комфортабельные квартиры в новых ЖК, как много зарабатывать и жить в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывать и наслаждаться чудесными, беззаботными прогулками по городу. Но так было не всегда. Нет, сейчас не будет сопливой истории о том, как бомж стал миллионером. Сейчас мы поговорим о тебе, вернее, о тебе через годик-второй после переезда. Обычный парень, который снимает обычную убитую гостинку в жопе мира. Каждый день как минимум час херачит на работу в душном, забитом людьми бесящем метро. Пашет по 10-12 часов и полудохлый возвращается домой. По пятницам праздник, можно наконец выпить пиво с пацанами в каком-то вшивеньком баре или зарваться в клуб и набухаться до беспамятства. Все же лучше, чем возвращаться домой, где никто не ждет. В выходные, если не снова на работу, то ты тупо валяешься дома, заказав еду из Мака в лучшем случае, или поедаешь что-то типа мивины и играешь в Доту или Варкрафт. Ну или смотришь какой-то сериал, совершенно неважно о чем, просто что-то, чтобы не напрягало мозги. А иногда тупо повторяешь пятничный сценарий, просто чтобы забыться. Парень, у которого нет времени на личную жизнь, а если бы оно и было, то и денег особо нет. Ведь девушки, да, они такие, хотят цветов и ухаживаний, ждут походов в кино и посиделок с кальянчиком и бокалом апероля. Это как минимум, если не айфон или путевку на Шри-Ланку, или поход в спа в честь дня рождения ее собачки. В общем, просыпаться утром становится все сложнее и неинтереснее, а иногда, открыв глаза, сразу хочется сдохнуть, а не вот это все. Ты смотришь в потолок, а в голове один вопрос: Господи, зачем я вообще живу? Но менять работу не хочется, благо есть хоть какая-то. А самое эпичное, что тебе всего-то 23 или 25 лет, или 30 лет, и жизнь должна бы бить ключом, но выбор сделан в пользу «хочу много денег и красивой жизни». Только вот делать для этого ничего не хочу. Пусть она сама как-то придет, вся эта красивая жизнь. Нравится? Или есть женская версия? Обычная девчонка, которая приехала покорять столицу и стать известным маркетологом, или дизайнером, или журналистом, но просмотрев вакансии, поняла, что на начальном этапе зарплаты так себе, а вот менеджер по продажам сулит деньжат побольше. И да, ты пошла работать в сферу, которая лично тебе не интересна, и каждый день страдаешь по этому поводу. Работаешь от зари до зари, иногда по выходным выбираешься с подружками посидеть в дешевеньком кафе и попеть в караоке. Раз в год в лучшем случае можешь позволить себе скромный отпуск. Работа, обещавшая много денег, принесла лишь много обязанностей и нервно типающий глаз. А вот с деньгами история пока так себе. То, что ты занимаешь место другого человека, который просто мечтает об этой должности и работе, это тема отдельного разговора. Сейчас не об этом. А вот то, что ты и свой потенциал здесь раскрыть не можешь, вот это уже беда. И ты ходишь с кислым лицом и вечно всем недовольна. Но работу менять ты боишься, ведь домой в свой маленький городок ох как не хочется. На улице оказаться страшно, поддержать некому. Нет, не то чтобы родители не могут выслать тебе денег, но выбор сделан. Ты же сама решила стать такой сильной и независимой. А самое эпичное, что ты смотришь на жизнь инстасамок, которые только-то и делают, что ничего не делают и при этом безумно счастливы, и хочешь жить так же. Только вот одна проблемка: денежек столько нет, чтобы не работать, и спонсора нет, мама же не так воспитала.
И мужа пока богатого нет, и работа не та, и по деньгам живешь практически в ноль. Только, как уже говорилось, выбор сделан, сильная независимая покоряет столицу. Правда, какая-то несчастная, но это ничего, главное, что в зоне комфорта. Нравится? Или еще лучше, обычная молодая семья, которая переехала жить в Киев в поисках лучшей жизни. Тут работы больше и перспектив, и жить хорошо будет, особенно молодой семье, особенно с ребенком. Но это вы так думали, когда переезжали, а сейчас вы оба забеганные, задерганные, вечно не высыпаетесь, денег ни на что не хватает. Работаете 24/7, оба, и безумно волнуетесь, чтобы не дай боже никого из вас не сократили, потому что за квартиру уже платить. И есть за что-то надо, и желательно еще и одеваться. А вас двое или трое, еще лучше. Родителей рядом нет, чтобы могли помочь и посидеть с этим третьим, когда он болеет или когда просто захотелось провести время вдвоем и сходить в кино. Но это уж ладно, более-менее, пока справляетесь. Но вот цены тут просто космос, особенно на все, что касается детей. Хотя, казалось бы, что там нужно этому маленькому человеку? А ведь хочется отдать ребенку все самое лучшее и обеспечить ему максимально комфортную жизнь, не такую, как была у вас в том маленьком городишке, где вокруг одни пивнухи и алкаши. Потому-то и переехали. Но и хорошая еда, и одежда, и игрушки, и какие-то развивающие кружки. На все это нужно действительно много денег, особенно в Киеве. Тем не менее, выбор сделан, в столице жить лучше, особенно молодой семье, особенно с ребенком. Только как дальше? Совсем скоро ребенку в школу, а там вообще растраты невероятные. Как это все тянуть? Но ничего, как-то будет, более-менее, пока справляетесь. Нравится? Для кого-то это слишком утрировано, но в Киеве подобным образом живут многие, если не большинство. Но лично мне такой расклад не нравится, и я для себя выбрал другой путь. Правда, нас таких немного, всего 20%, а то и меньше. Но мы помним о своих больших целях и зачем сюда переехали. Где бы и кем бы ты ни был, пойми одно: переезд в Киев не решит твои проблемы. Переезд в Киев эти проблемы, скорее всего, только усугубит. Здесь выживает сильнейший, и на твое место уже минимум 10 таких же желающих, если не больше. И это касается не только работы, но и личной жизни. Будь готов к тому, что мамы здесь нет, никто на помощь не прибежит, и свои проблемы придется решать самому. Я это рассказываю не к тому, чтобы напугать или отбить желание переезжать в столицу. Я это рассказываю, чтобы вы сразу были готовы к тому, что здесь не так радужно и весело, как кажется людям, которые едут сюда в поисках лучшей жизни. Чтобы вы были готовы к такому повороту событий и сразу хватались за лучшие возможности для себя, а не сидели и ждали, что когда-то наступят лучшие времена и какие-то покращения. Чтобы вы сразу реализовывали себя на максимум, были гибкими и не боялись перемен. Чтобы занимались самообразованием и саморазвитием. Время здесь бежит очень быстро. Поэтому вливайтесь в этот темп и этот стиль жизни также максимально быстро. И не забывайте, что если вы переехали в Киев жить лучшей жизнью, так живите ею. Не тратьте время зря. В Киеве это особенно непростительно. И даже если вначале придется нелегко, не останавливайтесь. То, о чем вы мечтаете, реально. В Киеве можно хорошо зарабатывать. И те цифры, о которых я говорил в предыдущем видео, это самые обычные зарплаты самых обычных ребят, которые всего несколько лет назад переехали жить в столицу. Осознайте уже сейчас, что вы достойны большего и всегда стремитесь к этому. А пока подписывайтесь на мой канал и следите за новыми выпусками. Буду делиться с вами полезной информацией, своей жизнью, своими мыслями и идеями. Ведь мне есть что вам рассказать. Жду твой лайк и комментарий под этим видео. И помни, это только твой выбор. Какой будет твоя история и твоя жизнь в Киеве? Успешный успех или же игра на выживание? Так что для себя выберешь ты?